Представьте, что вы ищете учителя русского языка, и вы видите три анкеты. Первый преподаватель очень дорогой, но у него идеальный рейтинг. Второй преподаватель, стоимость его занятий очень низкая, и у него совсем нет отзывов. И третий преподаватель, кажется, что он такой средний, ничего особенного. Кого бы вы выбрали? Чаще всего люди, которые ищут учителя русского языка, смотрят только на эти два критерия — отзывы и цена. Но это совсем неправильно. И сегодня мы будем с вами разбираться, узнавать, на что нужно смотреть, чтобы найти идеального для себя учителя. Меня зовут Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня, как я уже сказала, мы будем говорить о том, как найти правильного учителя для вас. Я преподаю русский язык уже 7 лет, поэтому мне есть что сказать. На какие вопросы мы будем сегодня отвечать? Во-первых, какой учитель вам нужен, если вы начинающий, если вы продолжающий или если у вас высокий уровень? Какое образование должно быть у учителя и вообще нужно оно или нет? Третье, должен ли преподаватель быть носителем? А может быть, лучше найти не носителя? Четвертое. Что спросить на первой встрече, чтобы понять, что это правильный выбор? И пятое. Конечно, мы будем говорить о деньгах. Сколько должен стоить урок? Занятие с учителем — это инвестиция. И я хочу, чтобы вы инвестировали свое время, свои деньги правильно, потому что если найти неправильного учителя, то можно потерять вообще мотивацию учить язык. А здесь мы хотим, чтобы вы продолжали учить русский язык, чтобы вы прогрессировали, чтобы вам нравилось учить русский язык. Поэтому давайте начнем. Но сначала я хочу сказать спасибо спонсору этого видео iTalki. Наверное, вы не знали, но я тоже раньше была преподавателем на iTalki. Вот мой профиль на iTalki. И вы видите, что я была очень непопулярным преподавателем. Но я нашла там свою учительницу испанского языка. И, конечно, я рада рекомендовать вам эту платформу. iTalki — это сайт, где можно найти своего идеального учителя. Всего там есть больше 30 000 учителей со всего мира. И больше, я думаю, больше 700 учителей русского языка. Там вы можете найти учителя для индивидуальных занятий, для групповых занятий. И что мне нравится, на iTalki можно платить за каждое занятие. Это не подписка, поэтому просто бронируйте занятие, которое вам нравится, и вы можете начинать учиться. Все занятия онлайн, поэтому вы можете учиться в любое время, в любом месте. И, как я уже сказала, в этом видео мы будем говорить о том, как найти идеального учителя для вас. Поэтому, если вы захотите быстро улучшить свои навыки говорения, аудирования и вообще улучшить свой уровень русского языка, и вам понравятся мои рекомендации, то вы можете использовать мой промокод Ярослава для покупки своего первого урока на сайте iTalki. Этот промокод даст вам дополнительные $5 при покупке $10. Это предложение действует для 50 человек. Поэтому, если вы хотели начать учить русский язык с учителем, может быть, это знак, что пора начать. Ну что, мы начинаем наше видео. Чтобы найти подходящего учителя, правильного учителя, вам нужно понимать, какая у вас цель. Давайте посмотрим на типичные сценарии, на типичные ситуации. Первое. Вы абсолютный новичок. Вы только начинаете учить русский язык. Наверное, вы смотрите это видео сейчас с английскими субтитрами, или вы учили русский язык когда-то давно, вы начинали, но вы думаете, что вы ничего не знаете. Второе. Средний уровень. И здесь может быть два варианта. Может быть, вы уже что-то знаете, но у вас нет разговорной практики. Вам нужно практиковаться, много говорить. Вам нужно много говорить. Второе. Вы уже
и можете немного говорить, вы многое знаете, но у вас есть чувство, что вы застряли, что вы учите, но вы совсем не прогрессируете, и вам нужен преподаватель, чтобы перейти на следующий уровень или чтобы преодолеть плато. Это второй сценарий. И, конечно, третий уровень, продвинутый уровень. Если вы хотите поддерживать высокий уровень языка, может быть, у вас есть другая цель, например, вы хотите сдавать экзамен ТРКИ или, или вы хотите отполировать свой русский язык. И для каждого из этих 4 сценариев вам нужен разный преподаватель. Давайте мы пойдем по этим гипотетическим сценариям, и я буду рассказывать все секреты, что вам нужно знать. Если вы начинаете с нуля, то вам нужна структура и система. Что учить, в каком порядке, когда и как понять, что учитель может вам помочь в этом случае. На что нужно смотреть? Во-первых, можно смотреть на образование. Например, для преподавания английского языка есть разные сертификаты. Например, это Дельта, Сельта. Я не знаю, как правильно это читается. В русском языке аналога этому нет. Но на что можно обратить внимание? Можно обратить на дипломы университетов. Давайте посмотрим. Например, на iTalki можно найти профессионального учителя. Давайте посмотрим. То я просто открываю первый профиль. Преподавательница Анастасия, и можно посмотреть ее резюме. Можно посмотреть, где она училась. И у нее сертификат. Вы видите, что методы преподавания русского языка как иностранного от МГУ. Потом, что еще можно сделать? Если вы только начинаете, может быть, это будет хорошая идея найти преподавателя-неносителя, потому что тогда вы будете знать, что ваш учитель тоже прошел через все эти проблемы, которые есть сейчас у вас. Он тоже сам учился русскому языку. Как можно найти такого преподавателя? Давайте попробуем. Я открываю сайт, и здесь есть такая вкладка «Говорит на». И можно выбрать любой язык. Ну, например, китайский. Почему нет? Я не говорю на китайском, но здесь у нас есть 20 учителей, которые говорят и на русском, и на китайском, и которые преподают русский язык. И, например, вы видите, что есть вот преподавательница Зоя, которая носитель китайского языка, но в совершенстве знает русский язык. Поэтому она сможет вам объяснить с точки зрения иностранца, не носителя, логику русского языка. Или вот, например, эта преподавательница, тоже носитель китайского и знает русский язык, и преподает русский язык. Может быть, это будет хороший вариант. Ну и опять же, вы видите, сколько здесь носителей русского языка, которые тоже в совершенстве знают, например, китайский язык. Так вы можете выбрать, конечно, не только преподавателя китайца, но носителя немецкого языка, итальянского, арабского, практически любого языка нужно только поискать. О чем еще нужно спросить? Будет не лишним спросить, по какой методике работает учитель. И работает он с учебниками или нет. Методика может быть любая. Это хорошо, если преподаватель знает это слово. Самая распространенная методика сейчас — это коммуникативная. В общем, главное, чтобы преподаватель не боялся этого слова. И моя рекомендация: если вы начинающий, то ищите преподавателя, который работает с учебником. Есть очень много разных хороших учебников. Ну, например, одни из многих учебников — это «Поехали», «Я люблю русский язык», .ру, «Дорога в Россию». Их много разных. Поэтому это будет хорошо, если у преподавателя есть вот такая база. База в виде учебника. Красный флаг. На что нужно обратить внимание? Если вы начинающий, вы ищете учителя для начинающих, и учитель говорит вам, что у него есть своя авторская методика, и он не пользуется учебниками. Конечно, если вы видите, что у преподавателя 1000 прекрасных отзывов, то, конечно, есть шанс, что его авторская методика работает.
Но если отзывов нет, а опыт преподавания у него несколько месяцев, то лучше на начальном уровне лучше пользоваться учебниками. Как и начинающим, для высокого уровня нужен свой преподаватель, нужен свой метод. И, конечно, если вы не ищете просто разговорную практику. Итак, кого нужно искать продвинутым студентам? Во-первых, если вы готовитесь к экзамену ТРКИ, обязательно ищите преподавателя, который готовит к этому экзамену с опытом подготовки. Ну, например, у меня нет такого опыта. Я знаю, что нужно для экзаменов ТРКИ, но я никогда не готовила к этому экзамену. Поэтому я не беру этих студентов, потому что это большая ответственность, и там нужно точно знать все нюансы этого экзамена. И можно найти преподавателей, которые специализируются на ТРКИ. Ну, например, вот у этой учительницы сразу написано экзаменатор ТРКИ, то есть она точно знает, что нужно на экзамене. Здесь тоже можно посмотреть ее резюме, где она училась, и если вы готовитесь к экзамену, то лучше готовиться с преподавателем, который знает этот экзамен. Потом обязательно спросите вашего потенциального учителя, преподавателя, как он будет строить свою работу с вами. Потому что если вы знаете свои слабые стороны, над чем вам нужно работать, то, в принципе, проблем нет. Вы можете сами попросить вашего преподавателя поработать с вами, например, над конкретной темой. Но если вы, как Сократ, я знаю, что я ничего не знаю, и это нормально, то просто спросите преподавателя, как он узнает ваши слабые стороны и как он будет с ними работать. И я спросила все эти вопросы у одной учительницы русского языка, которая тоже преподает на iTalki. И давайте посмотрим, что она ответила. Давайте послушаем наш разговор. Юля, привет! Рада Привет, тебя видеть. спасибо, что пригласила. Да. Расскажи немного о себе нашим Ну зрителям. я Юля, я на данный момент живу в Чили, я путешествовала с 2015 года, и это, собственно, как я пришла в преподавание онлайн. Я с 2016 года преподаю, и на данный момент моя специализация — это произношение и такой общий русский, для студентов среднего и продвинутого уровня. Ну, то есть мы болтаем на всякие классные, интересные темы, расширяем словарный запас, работаем над аудированием, для кого-то над письмом, если это актуально. Ну, запросы бывают разные. Мгм. И когда к тебе приходит новый студент, то что обычно ты делаешь, чтобы понять, какой у него текущий уровень, какие у него слабые места, чтобы понять, что ты будешь с ним делать? Мгм. Это самая интересная, самая сложная работа, я бы сказала, потому что вот в этом узнавании основной секрет успеха, да, насколько у нас будет продуктивна наша работа. В первую очередь я задаю вопрос, почему студент ко мне пришел, вот что он хочет. И иногда люди не знают вообще, зачем им русский язык нужен, да, для хобби. Но, тем не менее, бывает, что эти студенты задерживаются долго. Я сразу спрашиваю, ну, то есть, зачем тебе русский язык? Какие у тебя задачи? Ты что будешь делать с этим? Часто студенты не знают и занимает некоторое время, много наводящих вопросов для того, чтобы вытащить, вот, ну, все-таки зачем тебе для работы, для семьи, что у тебя там супруг русскоговорящий, да, например, или коллеги, или друзья, такие вещи. Я фиксирую грамматические ошибки, ну, то есть правильную версию фразы, предложения, слова. Обязательно фиксирую произношение, ударение. Если я вижу, что какая-то грамматическая проблема повторяется, я понимаю, так, у нас вот тут пробел. Что будем с этим делать, да? И, ну, я сразу говорю об этом и предлагаю темы. Говорю, смотри, окей, мы не знаем там компаративы, сравнительную степень прилагательных, например. Что-то у тебя здесь как-то сложно с этим. Давай-ка мы это повторим. Ну и в соответствии с этим по темам я выбираю материалы. Это может быть аудирование, могут быть тексты, в зависимости от запроса учащегося, над чем ему актуально работать. Ну, часто писать не нужно, да, например, обычно это чтение, аудирование, поэтому вот такие материалы выбираю. Итак, для высокого уровня важная рекомендация. Если на начальном уровне учебник нужен, очень-очень желателен, то на высоком уровне нужно работать с грамматикой
и со всей лексикой на базе аутентичных материалов. Это видео, подкасты, статьи, книги и так далее. Потом, я думаю, что на этом уровне очень важно, чтобы у вас и у вашего преподавателя было много общих интересов. Культура, политика, спорт, другие языки, чтобы вам было интересно друг с другом. И третье, просите вашего преподавателя давать вам обратную связь. Ну, или ваш преподаватель сам будет с удовольствием вам говорить, где ваши ошибки, что нужно улучшить. Так вы будете прогрессировать. Если у вас средний уровень, вам нужно много говорить. Давайте посмотрим, что можно сделать, как можно говорить много. Посмотрите, на сайте можно выбрать репетитора сообщества. Репетитор сообщества — это преподаватель, у которого, может быть, нет профильного образования, но это человек, которому очень интересно поговорить, они могут давать вам обратную связь, и вы видите, что очень много вариантов. И часто стоимость занятий с репетиторами сообщества дешевле, чем с профессиональными преподавателями. Ну, и это хорошо, потому что вы можете найти преподавателя, вы можете практиковаться много. Вы видите, что здесь очень много разных интересных людей. Можно смотреть их визитки, видео, где они рассказывают о себе, и выбрать человека, который вам будет по душе. Этот человек будет вашим лучшим другом в изучении русского языка. Поэтому важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно, весело, чтобы вы могли разговориться. Поэтому смотрите видео-визитки всех преподавателей и выберите того, кто вам понравился больше всего. Потому что, да, как я уже сказала, это будет ваш лучший друг. Но что делать, если у вас средний уровень, и вы думаете, что вы застряли, что вы не можете преодолеть какое-то плато? Прогресс уже не очень быстрый, кажется, что прогресс уже остановился, все становится каким-то сложным, непонятным. Вы слышите одни и те же ошибки, которые вы не можете преодолеть. Что делать в этом случае? Но здесь очень важно узнать ваш текущий уровень, очень важно выстроить правильный план работы. И я спросила Юлю, как она работает вот с таким уровнем, как она узнает, что нужно делать на таком уровне. Давайте посмотрим. У меня такой вопрос возник из головы. Такой. Когда я говорила про начинающих, я говорила, что я советую искать учителя, который будет, может быть, не полностью идти по учебнику, но хотя бы ориентироваться на учебник. Что ты думаешь для уже продвинутых студентов? Нужны учебники или нет? Потому что у меня Наверное. есть, потому что я буду об этом говорить, и мне интересно, что ты скажешь. Да, я думаю, здесь зависит от сбалансированности студента. Я имею в виду, если у него мало грамматических пробелов, то абсолютно не обязательно идти по учебнику. Я думаю, что учебник, особенно на начальном этапе, он необходим. Но нам никто не говорит, что нам нужно, слава богу, мы не в школе, нам не нужно придерживаться программы. И все-таки для начинающих немножко прокомментирую, мне кажется, очень важно идти за интересом, да, а вот, ну, вот это не все в учебнике. Поэтому обязательно добавлять что-то свое и идти за интересом. Даже если это сложнее, даже если это не по уровню, это то, что будет мотивировать студента и зажигать его продолжать учиться. С продвинутыми студентами, если у них нет пробелов, если у них нет таких закостенелых ошибок, если их немного, может быть, то, я думаю, здесь творчество, ну, и интересы преподавателя и ученика. Мне кажется, очень важно идти за интересом студента. Это может быть сложнее, потому что у тебя не будет готовых материалов, как бы типа, ну так, сегодня открыли учебник на странице 23, да, но тем не менее с опытом это копится, и ты потом можешь это использовать с другими студентами тоже. И мне кажется, важно преподавателю, чтобы это тоже не было в тягость. Вот ты делаешь урок, не обязательно делать, вот я сделаю этот урок, и он у меня пропадет. Нет, я думаю, что нужно идти за своим интересом тоже. А что мне интересно узнать? А что интересно узнать моему студенту? И мне кажется, важно находить общие интересы и вместе учиться. Вот это круто. Да-да-да, я согласна, потому что я вообще думаю, что учитель должен создавать такую атмосферу, в которой студент может раскрыться и рассказать про свои и интересы,
что у него болит, что ему хочется. Так, хорошо. Как ты думаешь, что студент должен спрашивать у учителя на первой встрече, например? Ну, мне кажется все таки что нет, не студент должен спрашивать, а преподаватель должен спрашивать, потому что ему виднее. Ну, я не знаю, может быть, есть у нас профессиональные, студенты, например, учащиеся. Это тоже классный навык, когда они знают, чего хотят. Но мне кажется, профессиональный преподаватель знает, с чего начинать, да, и на что обращать внимание. Поэтому я считаю, что преподаватель должен начинать, ну, с цели. Я всегда спрашиваю про цели. Студенты, как правило, не спрашивают, они не знают, они боятся, особенно начинающие. По моему опыту, студенты такие застрессованные, они пришли к тебе, у них паника в глазах. И мне кажется, первый шаг — это, ну, расслабить, может быть, выбрать язык-посредник, поговорить где-то по-английски, чтобы там успокоить, а потом уже смотришь, так, может он или нет. Ну, цели. Цели очень важно, что интересно, для чего русский язык нужен. Вот как ты сказала, что ты хочешь с этим делать, что ты хочешь уметь делать на русском. И мне кажется, вопрос "почему" важен. Потому что иногда студент может не совсем правильно видеть ситуацию, неправильно отвечать на этот вопрос. Что он хочет уметь делать, может Да, быть. обычно говорят: "Хочу уметь все". Хочу, Да, хочу уметь говорить как носитель. да, или понимать все, читать все. Мгм. А даже носители языка не понимают 100%. Мы упускаем часто что-то. Ну ладно, спасибо большое, Юля, Спасибо за такой тебе. жизнерадостный ответ. Вот. Спасибо. Подведем итог. Учитель должен вас протестировать и должен хорошо понимать, какой у вас сейчас уровень. Будьте готовы, что первые несколько занятий, 2, 3, 4 занятия, учитель будет настраивать свою программу под вас, потому что у вас средний уровень, что-то вы уже знаете хорошо, что-то вы знаете еще не очень хорошо, и здесь важно работать вместе. Кстати, если вы не знали, я специализируюсь как раз на среднем уровне, на тех, кто думает, что он не прогрессирует, что он застрял, поэтому о занятиях со мной можно узнать в описании. Теперь давайте поговорим про деньги. Сколько должен стоить урок? Я не могу назвать конкретную цифру, потому что вы все разные, но я рекомендую искать учителя, который будет немножко дорогим для вас. Это может быть немного контринтуитивно, но я сейчас объясню. Почему? Почему я считаю, что нужно искать преподавателя, который будет немножко дорогим? Во-первых, это мотивация. Дорогие уроки заставляют вас относиться к ним серьезно. И вы будете меньше пропускать занятия, вы будете меньше переносить занятия. Если учитель дает вам задание, домашнее задание для вас, то вы с большей вероятностью будете это задание делать, и так быстрее вы увидите свой прогресс. У меня есть много историй, когда для моих студентов мои занятия, например, были дешевыми, и поэтому они просто не ходили, они просто пропускали, и я очень переживала, потому что я, да и любой преподаватель хочет, чтобы вы говорили лучше, чтобы вы росли. Поэтому это может быть такой мотивацией. Второе. Помните, вы платите не за время, вы платите за результат. И если вы нашли классного учителя, классного преподавателя, с которым вам нравится, вы чувствуете, что вы растете, вы чувствуете, что ваш русский язык становится лучше, и значит, что эти занятия того стоят. И на сайте iTalki вы можете найти преподавателя вообще любого уровня, любой стоимости, на любой кошелек, как мы говорим, на любой кошелек. От $4 до $80. Поэтому выбирайте того, кто вам понравится, кто вам по душе, и поэтому вы точно найдете кого-то, кто вам подходит по стоимости тоже. И мои последние рекомендации. Теперь, когда вы нашли потенциальных учителей, вы можете добавить их в избранное, чтобы потом легко найти. Вот, любимые учителя. У меня здесь Юля. Да, у меня здесь Юля. И вы можете сделать фильтр по времени урока, когда вам удобнее. Утром, днем, вечером, потому что все преподаватели живут в разных странах. Так вы сможете точно найти преподавателя, который с вами в правильном часовом поясе. И не расстраивайтесь, если вы нашли какого-то учителя, который вам нравится, но у него в это время нет
свободного времени вы можете написать любому преподавателю и спросить, может быть, они найдут для вас время. Скорее всего, они найдут для вас время. И помните, в начале видео я просила вас выбрать преподавателя. Давайте посмотрим, кого же из них нужно было выбрать. Дешевый, но без отзывов. Если вы чувствуете, что это ваш преподаватель, и вам нужна просто разговорная практика, отличный вариант. Или у этого преподавателя есть образование, тоже отлично. Вы видели, у меня совсем не было никаких отзывов. Может быть, он тоже такой преподаватель, просто непопулярный на итоге. И вы можете дать ему шанс. Дорогой, с 1000 восторженных отзывов, если у этого преподавателя интересная для вас специализация. Ну, например, произношение или подготовка к экзаменам, и вы чувствуете, что цена будет вас мотивировать. Отличный вариант. И средняя цена, нормальный рейтинг. Если вам понравился этот преподаватель, то это просто отличный вариант. И такой вариант подойдет практически любому студенту. Ну что, друзья, вы занимались с учителем? Расскажите о своем любимом учителе в комментариях. Если у вас еще никогда не было учителя или у вас уже был учитель, и вы хотите попробовать найти своего преподавателя на iTalki, то не забудьте, можно воспользоваться моим промокодом Ярослава и получить дополнительные $5 к своему аккаунту. И спасибо еще раз спонсору этого видео iTalki. И мы с вами встретимся в следующем видео.